приехала к курочкам. Если честно, можно было еще не ехать, потому что корм еще у них есть. Но, скорее всего, приехала за яйцами. Да, корм и вода есть у них, все есть, но, скорее всего, приехала за яйцами. Вот, ну и посмотреть, что и как. Иду к ним, взяла им вкусняшек. Это у нас семечки подсолнуха. Со мной 2 сопровождающих. Вот, это несу как бы вкусняшку. Я к ним всегда иду с чем-то вкусненьким. В вольере ужасно грязно. Ну вот уже передают устойчивые морозы. Скоро все это подморозит и все будет хорошо. Все, иду, угощаю. И вот так оставляю картошку остывать. Горячую ни в коем случае курочкам давать нельзя. На холодной траве, на льду она быстро остывает. Сторожит, картошку сторожит. Все мне правильно подсказали. Спасибо огромное всем, кто мне подсказывает. Конечно же, в этом домике не хватает закрыть лаз. И я уже все приготовила. И сейчас это буду делать. Это же элементарно. И займет буквально пару минут. Но холодный воздух в этот домик проникать не будет. Это утепленный домик. У него двойная стеночка, и между стеночками уложен утеплитель. Поэтому здесь и утеплитель, между прочим, и на дне домика, и все стенки, и все двери, и вся крыша утеплена. У меня есть видео, как мы делали этот домик, и можете посмотреть. Он, в принципе, очень должен быть хороший и для зимы. В нем должно быть тепло. Но вот это такая дыряка, это, конечно, потери тепла, даже которая там за ночь нагреют курочки. Пусть у меня сейчас там 2, но будет и больше. Поэтому обязательно зимой нужно закрыть этот лаз. И сейчас я это буду делать. Все, что для этого нужно, это шторка сама, шуруповерт и пару саморезов. Больше ничего не нужно.
А вот и хозяева этого домика. А мы делать будем лаз. Вернее, будем его закрывать. Ну вот и все. Не прошло даже 2 секунд. И вот такой вот получается красивый домик. И когда я этот лаз закрывала этой шторкой, мне уже в руки, когда я это делала, уже не дул холодный воздух. Это очень хорошая штука. Закрыть лаз всем рекомендую. У кого еще такого нету, сделайте шторку на лаз. Еще нужно сделать вторую. Вот здесь вот сделаю еще вторую. И будет как бы тамбур. И эти дырки, разрезы будут перекрывать друг друга. Здесь нужно сделать еще вторую шторочку. Вот. Она отвиснет, потому что она была сложена, она так выглядит. Но уже меньше проникает туда холод. Прекрасно. Да, вот я вижу, что сюда просится вторая шторка как раз на вот эту толщину. Вот сверху здесь еще одну сделаю. И вообще будет шикарно и тепло у них внутри. Вот такая красивая шторка получилась на этом домике. Вот она получается двойная. Вот. Это выпрямится. И вот этот разрез у нас немножко смещен. Этот идет по центру, а тот, который второй, идет немножко сбоку.
И вот внутри полностью все закрыто. Внутри все будет отлично. Вот уличный разрез. И вот этот внутренний, он со временем вот так выпрямится. Ничего страшного. Все вот так вот. Вот так вот. Теперь в дом будет меньше попадать холодного воздуха с улицы. Сегодня у нас по плану картошка. Вареная картошка. И при варке немножко подсаливаю. Это обязательно. Курочкам должно быть вкусно и полезно. Картошку я ни с чем не смешиваю. Просто чистую картошку даю. Все остальное у них есть в кормушке. Это зерносмесь. А это овощи, чтобы они не зажирели от такого количества. Если хотите, могу вам сейчас показать. Могу. Так. Вот смотрите. Видите? Зерносмесь у них есть всегда. Поэтому овощи обязательно нужно давать. Это или капусту, или буряк, или морковку, или вареную картошку. Вот что-нибудь одно хотя бы нужно дать. И тогда все будет хорошо. Прятались все. Наелись картошки, напились. Я у них перестелила тут хорошо. И когда я перестилаю, они все забегают в курятник сразу. Им это очень нравится. А я пришла собрать яйца. Так, яиц, знаю, я уже подсматривала. Сразу говорю, яиц будет немного. Но все же. Так,
Вот, яиц не очень много, но все как есть. Я показываю все как есть. Вот, меньше яиц показываю. Много яиц тоже показываю. Вот так. Вот. Ничего. Скоро занесутся молотки. И будет яиц побольше. Так. Сейчас я вам открою сверху гнезда и покажу всю картину. Вот так вот выглядят гнезда. Съеденное яйцо. Здесь даже курица какая-то нарвала пух. Возможно, будет садиться насиживать. Да, и такое может быть среди зимы. Вот курица нарвала пух. Это значит, какая-то курица будет у меня квочка. У меня в прошлом году, кстати, такое уже было. Вот. Ну, кто съел это яйцо, я догадываюсь. Потому что если бы это куры, они бы съели бы и скорлупу. Да? Так, и вот это. И, в принципе, тут только остается мне убрать все это. Так. Ну вот и все мои яйца. И за эти яйца спасибо. Я, в принципе, приехала проверить, как обстановочка. И за яйцами. Так, меня спрашивают верхние гнезда. Если я их не показываю, значит, в верхних гнездах яиц, смотрите, нет. Ну, вот так вот. Пока что у меня вот столько яиц. И потому что у меня цыплята очень поздние, куры-молотки у меня еще не занеслись. Вот это очень плохо. Если цыплят выводить правильно весной ранней, то в это время, когда ваши старые курочки вот так вот несутся, они или линяют, или же на них действует отключение света у нас. По любой причине может быть меньше яиц, но куры должны отдыхать, это все правильно. И в это время должны занестись молотки, которые вывелись в апреле или в мае. Вот так надо всегда и делать. У меня в этом году все по-другому, поэтому куры-молотки у меня еще не занеслись. Но у меня есть курочки Ломан Сэнди. И они немножко добавят нам яйца в это ведро. Пойдемте и заберем их. Здесь у меня сидят курочки Марана, шелковой, Сэнди. И вот такие 4 цыпленка еще, которые тоже скоро должны занестись. Так, а я иду за яйцами к Ломан Сэнди. И на этот раз я буду очень тщательно тут искать яйца. Я уже у них убрала, но яйца не забирала. Но порядок навела, застелила новую подстилку и уже насыпала им корм. Так, захожу. Так. И будем смотреть, что тут у нас с яйцами. Так, пока что вижу 2 яйца настоящих. И вот это яйцо, это... Ага, подождите, это тоже настоящее. А где же искусственное? Так, хорошо, будем по порядку. 3 яйца есть. Кладем их сюда. Вот они мне как раз добавят яйца. А теперь будем искать. Так, это у нас искусственное яйцо, смотрите. Вот оно, видите? Это искусственное яйцо. Пластиковое, обычная детская игрушка. Я покупала 10 штучек и
Там было написано десяток яиц. Детская игрушка. Вот такое оно. Так, оставим его. Но 3 яйца это тоже неплохо. Буду сейчас искать еще. Может быть, еще есть. Но не сильно хочу тормошить это гнездо. Так. Да, 3 яйца. Все. Вроде бы нет ничего больше. Так, все, пусть лежит это яйцо, как путь к снесению следующих яиц. А у нас вот такой урожай. Ой, я даже не заметила. Смотрите, какое яйцо. Это у старых кур. Прям квадратное какое-то. Неправильной формы. Видите, какое оно? Такое. Непонятной формы. Но когда яиц нет, такое тоже будет в радость. Нет, дорогая. Вот самое главное сейчас Ломан Сэнди не научить есть яйца. Вот это сейчас самое главное для нас. И вот, скорее всего, из всех 5 курочек несется вот это. Или вот это. Смотрите, как только гребешок отрастает у молот и как бы падает на бок, вот это говорит о том, что эта курочка уже начала нестись. А вот такой тусклый, маленький, смотрите, какой маленький гребешочек, это значит, что курочки эти еще не несутся. И вот это тоже не несется еще. А вот такой яркий, красивый и вот такой большой, вот, возможно, эти 2 курочки только начали нестись. У этих цыплят я тоже кормушку подвесила, потому что они очень сильно начали выгребать зерносмесь. Занесла я картошку в помещение, потому что ночью будет минус у нас на улице. И она вся замерзнет. Но это, конечно, не страшно. Но зачем? Если можно занести в помещение, и здесь будет у них плюсовая температура. И они спокойно ее съедят за завтра. Может быть, еще и послезавтра. Вот так вот. Вот кто нам обкакивает все гнезда.
Ты вот слази чисть. Гнезда все я почистила, убрала. Все застелила красиво. Зерносмесь есть. Все у них есть. И вот когда наступают холода, вот почему я всегда говорю, что бункерная кормушка должна у курочек быть и в помещении, и на улице. Потому что вот сейчас я, когда приезжаю, кормушка, которая находится в помещении, она вся съедена. Потому что большую половину дня, можно даже сказать, некоторые курочки вообще сидят все время в помещении. А на улицу выходит тот, кто только хочет. То есть, когда холодно, наступают холода, то очень удобно, когда бункерная кормушка есть в помещении. Она начинает пользоваться спросом больше, чем уличная. И из кормушки, которая находится внутри курятника, выедается все. Полностью вся зерносмесь съедается. А уличная, я вам показывала, она практически полная, такая, как была, когда я ее наполнила в прошлый раз. Ну, теперь я закрываю курятник. Все. Не выпускаем тепло. Все, курочек здесь все тепленько. Вот так вот. Все. Также картошку я занесла и цыплятам в помещение, чтобы она не замерзла ночью, потому что будет у нас мороз с завтрашнего дня. Тоже у них здесь все перестелила, все чистенько, сухенько. В бункерных кормушках зерносмесь есть. Ну, вот так вот с ногами на картошке куры спокойно любят так стоять и кушать. А ну, вылазь с картошки. Быстро. Быстро вылазь. Вот так кушай. Молодец. Вот хороший мальчик. Кормовая ракушка. Зерносмесь. Все у них есть. И овощи обязательно.
О, петушки сколько съели снега. Я им буквально 5 минут назад поставила полное ведро с горой. Вот так. Зерно разгребли, конечно же. Но здесь им очень хорошо. Очень тепло. Никогда бы не подумала, что в теплице так хорошо будут расти петухи. Это идеальное место для содержания петухов. Вот так вот для доращивания, скажем так. Очень хорошо, им здесь тепло, не дует, на голову не капает, еда есть, вода есть. Все прекрасно. Это персик, который мы с вами садили. Вот 3 почки. Это уже будут плоды в следующем году. Вот так вот зимой. Никого на выгуле нет. Видите? Все сидят в курятнике. Когда похолодало, выходить никто не хочет. Все. Вот так вот. Упала. И все. И вот так отломалась. Жалко, была очень вкусная шелковица. Ну ничего, посадим там новенькую, вкусную. Так вот разломалась. Скорее всего, обледенела на морозе и упала.